Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему, вкратце. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно, и какова площадь этих отдельных районов. А Россия формулирует так, как она это понимает. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз. Далее довольно подробно прописываются статусы, что должны делать государства-гаранты, так как Украина становится нейтральным внеблоковым государством. Прописывается порядок вступления в действие договора, порядок его временного применения, порядок изменения законодательства и правовых документов Украины в соответствии с Конституцией Украины. Ну и еще раз подчеркивается, что спорные вопросы между Россией и Украиной по Крыму и Севастополю решаются только путем двусторонних переговоров. Также Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств. По этому поводу я уже сказал, что мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел при парафировании договора. Надо для этого сделать сам договор, понять, о чем мы договорились. После этого главы МИДа его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых, таким образом могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы. Это ни в коем случае не положение договора, это предложение украинской стороны, которое мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса и которые будут России рассмотрены, будет дан соответствующий ответ. Спасибо.